Всем привет! Задумывались ли мы когда-нибудь, что за магия творится в ту долю секунды, когда мы вводим адрес сайта с замочком и жмем Enter? Вот сегодня мы эту тайну и раскроем, причем шаг за шагом. Итак, вот он, наш главный вопрос. Мы сейчас проследим весь путь сетевого запроса, чтобы понять, какие невидимые шаги скрываются за этим, казалось бы, простым и повседневным действием. Вот наш план на сегодня. Сначала мы разберемся, для чего вообще нужна своего рода карта для интернет-трафика. Затем пройдемся по 3 ключевым этапам. Как наш компьютер находит нужный адрес, как он строит надежный туннель для передачи данных и как происходит то самое секретное рукопожатие, которое и делает соединение безопасным. Ну а в конце посмотрим, как все это помогает понять, почему сайты иногда просто не открываются. Поехали! Чтобы не заблудиться в такой сложной системе, как интернет, нужна какая-то общая модель, некий стандарт. Представьте себе карту метро, она помогает нам всем ориентироваться в этих хитросплетениях сетевых коммуникаций. Тут важно понимать, OSI — это не какая-то конкретная технология или программа. Это скорее универсальный язык, справочник, который помогает специалистам по всему миру говорить на одном языке и понимать весь процесс целиком. А теперь к самому интересному, к ядру нашей карты. Модель OSI можно представить как такое 7-этажное здание. На каждом этаже свой отдел со своими уникальными задачами. Когда мы отправляем данные, они как бы спускаются на лифте с 7-го этажа в подвал, уходят по кабелю, а на той стороне, у получателя, поднимаются обратно, с 1-го этажа на 7-й. У каждого этажа в этом здании своя, совершенно конкретная работа. На самом верху, на 7-м, работают приложения, с которыми мы и имеем дело. Тот же браузер. Он говорит «хочу вот эту страницу». Этажом ниже данные красиво упаковывают и шифруют. Еще ниже договариваются о сеансе связи. На транспортном этаже все это делят на посылки для надежной доставки. На сетевом прокладывают маршрут через весь интернет. А в самом низу, на физическом уровне, все это превращается в сигналы, бегущие по проводам. И главное правило здесь — каждый уровень общается только со своими соседями, сверху и снизу. И хотя в реальном мире, конечно, эти уровни часто смешиваются, ценность такой модели огромна. Она дает нам четкую структуру для понимания, а главное — для поиска неисправностей. Ну что ж, с теорией разобрались, давайте к практике. Мы хотим открыть сайт example.com. Самый первый, самый базовый шаг — это вообще выяснить, а куда, собственно, нам идти. Оказывается, чтобы просто найти сайт, компьютеру нужно целых 3 адреса. Сначала, как в телефонной книге, он через систему DNS по имени сайта узнает его уникальный номер, IP-адрес. Затем, как навигатор, он смотрит свою карту маршрутов и определяет, куда отправить первый пакет данных. И, наконец, он узнает физический, то есть MAC-адрес самого ближайшего устройства на этом пути, например, нашего роутера. Это как отправлять письмо. Нужно имя, почтовый адрес и, конечно, сам почтовый ящик на своей улице, куда его бросить. Итак, адрес мы знаем. Что дальше? А дальше нужно установить надежное соединение. Такой, знаете, прочный туннель, по которому и побегут наши данные. Этот процесс очень похож на обычный телефонный звонок. Наш компьютер как бы говорит серверу: «Алло, ты меня слышишь?» Сервер отвечает: «Да, слышу отлично. А ты меня слышишь?» И компьютер подтверждает: «Да, и я тебя слышу». Все. С этого момента они точно знают, что связь установлена, и можно начинать разговор. Этот надежный канал, кстати, открывается через порт 443. Это стандартная дверь для всех безопасных сайтов. Но прежде чем отправить хоть 1 байт полезной информации со страницы сайта, должна произойти еще одна, самая важная проверка. Начинается так называемое TLS-рукопожатие. Это уже про безопасность. И вот начинается этот диалог. Первым делом наш браузер как бы говорит серверу: «Привет, давай договоримся, как мы будем шифровать наш разговор, чтобы никто не подслушал. Я вот такие шифры знаю». Сервер ему в ответ: «Отлично. Вот, держи мой цифровой паспорт, это мой сертификат. Он доказывает, что я — это я. Из твоих шифров мне подходит вот этот». И вот тут наступает самый ответственный момент. Наш браузер превращается в такого, знаете, очень строгого охранника на входе. Он внимательно изучает этот паспорт. А тому ли он выдан? Не просрочен ли? И вообще, можно ли доверять организации, которая его выдала? Если все проверки пройдены, браузер и сервер генерируют уникальный секретный ключ, который будут знать только они двое. Все! С этого момента их общение становится полностью приватным, как разговор в запертой комнате. И вот только теперь, когда все безопасно, браузер наконец-то отправляет сам запрос. А теперь покажи мне, пожалуйста, веб-страницу.
Так зачем мы все это так подробно изучали? А вот зачем. Теперь, когда у нас есть эта карта ОСИ, мы можем довольно легко понять, что именно пошло не так, если сайт вдруг не открывается. И вот тут-то вся польза нашей модели и раскрывается. Видим ошибку «сервер не найден»? Ага, это почти наверняка проблема на 7-м прикладном уровне, что-то не так с DNS, с нашей телефонной книгой. Страница просто висит и не грузится, возможно, проблема с маршрутом или фаерволом на 3-м или 4-м уровнях. А грозное предупреждение о недействительном сертификате, ну, теперь мы знаем, это провалилось то самое секретное рукопожатие на 6-м и 5-м уровнях. Наша карта сразу подсказывает, на каком этаже искать поломку. И вот, по сути, все. Вся эта, казалось бы, сложная последовательность, этот невидимый танец между нашим компьютером и сервером в интернете умещается в одной этой цепочке действий. От простого ввода адреса до появления страницы на экране теперь мы знаем, что происходит за кулисами. Так что в следующий раз, когда столкнетесь с какой-нибудь ошибкой в сети, попробуйте применить эти знания. Возможно, непонятная проблема превратится в такую увлекательную головоломку, ответ на которую уже почти известен.